Я пожила в 6 польских городах, и каждый из них оказался совсем не таким, как я ожидала. Где жизнь дешевле, а где комфортнее, какой город может подойти именно вам, сейчас расскажу. Первое место в моем приключении была Варшава. Сюда же я и вернулась после 5 остальных городов. Но на меня не равняйтесь, потому что действительно она подойдет не всем. Общее впечатление у меня было смешанным. Сначала я жила в самом центре, так как знала, что мы тут с мужем ненадолго. И на удивление нет, шумно не было. Хотя буквально через дорогу находился Дворец науки и культуры. И на контрасте с Болгарией я была в восторге от каждой прогулки по польской столице. Но серость и холод в зимнее время подпортил тогда впечатление. Ну а уже увидев Варшаву во всей красе по второму приезду, который был весной, я поняла, насколько же это классный город. Да, сама по себе Варшава динамичная и активная, но в отдаленных районах, как, например, в Урсынове, где мы живем, жизнь течет размеренно и спокойно. Иногда я вообще забываю, что живу в столице, но стоит, конечно, выехать в центр, вспоминаю. Поэтому да, и ритм ощущается тут разный. Ближе к центру больше спешки, подальше меньше. Кроме того, Варшава один из самых зеленых городов в целом в Европе. Тут парки на каждом шагу, есть 2 больших леса, поэтому мест для отдыха и перезагрузки много. По желанию можно также поехать за город. Частично мы окрестности исследовали, но планов еще навечно много. Печально только, что качество воздуха тут среднее, но приспособиться можно. Архитектура Варшавы – это смесь всего. В старом городе красивейшая европейская классика, хотя почти все было восстановлено после войны Второй мировой. В городе встречаются как довоенные здания, так и серые панельки времен социализма. В центре небоскребы, бизнес-кварталы и современный ЖК. Варшава постоянно меняется, и новые жилые комплексы появляются во всех районах. Цены, очевидно, не всем по карману. Во-первых, в плане жилья аренда квартиры может стоить значительно больше, чем в других, даже крупных польских городах. Покупка недвижимости тоже, цифры просто заоблачные. Во-вторых, медицина здесь тоже дороже всего. Я лично не ожидала, что те же анализы в Синева будут стоить чуть ли не в 2 раза больше, чем где-либо. Это бывает обидно. Спасает только страховка с компанией, где работает муж. Что касается транспорта и продуктов, то разница с другими городами не такая уж и заметная. А вот с услугами – да. Короче, прежде чем переезжать в столицу, нужно 100 раз подумать и честно оценить свои возможности. Высокие цены в Варшаве частично могут компенсировать уровень зарплат. Частично, потому что, судя по всему, они тут не во всех сферах выше, где-то даже ниже, чем в Кракове и Познане. Особенно это касается профессий, которые не требуют высшего образования или специальной квалификации. В тех же сферах обслуживания, торговли или логистики зарплаты в Варшаве могут не сильно отличаться от других городов. Но в целом, да, средняя зарплата брутто одна из самых высоких, около 10 тысяч злотых. И процент безработицы низкий. Сами вакансии лучше проверять самостоятельно. Список сайтов вы видите на экране. А если хотите узнать про средние зарплаты в Польше по любой профессии, можете изучить сайт Выnagrodzenie.pl. Там есть много полезной информации и статистических данных, которые помогут вам сориентироваться по зарплатам в разных отраслях. Не забывайте также, что в Варшаве большое количество международных компаний, и вакансии в таких компаниях могут предлагать конкурентоспособные зарплаты, но требования к кандидатам тоже будут выше. Вот за транспорт я обожаю Варшаву. С окраины до центра я добираюсь за полчаса благодаря метро. Так, конечно, не во всех районах, и с одного конца города в другой доехать может быть непросто. Ну, а пробки, сами понимаете. Но все же тем, как работает система транспорта, я больше чем довольна. Пунктуально и слаженно. А если закрывают метро на какие-то работы, то по его маршруту ездят специальные автобусы. Также часто, между прочим. Кроме того, не могу не отдать дань велодорожкам и тому, как дешево и легко можно арендовать тут велосипед. А я это уже сравнивала с другими городами и еще удивилась, почему в Варшаве дешевле всего. И, конечно, 2 аэропорта позволяют легко передвигаться между странами. В других больших городах они также есть, но именно с Варшавы идет много направлений. В ту же Грузию мы летали с Вроцлава через пересадку в Варшаве. Прямого рейса не было. Как-никак выбор врачей тут широкий и предложений много. Я уже нашла тут хорошего гинеколога, окулиста, физиотерапевта и остеопата.
Но с гастроэнтерологом ситуация вышла двоякая. Эмпатии и ясности мне не хватило. Все-таки с врачами из Украины у меня было больше позитивного опыта за все время в Польше. Ой, ну про досуг долго говорить не будем. И так ясно, что в Варшаве есть все и даже больше в этом плане. Я тут, к слову, пошла на вокал. В моем инстаграм, вот в этом хайлайте, можно услышать, как я пою. Так что фестивали, музеи, мастер-классы и другие активности тут есть на любой вкус. В том числе много чего проходит на русском и украинском языке. Итого, главным плюсом Варшавы я бы назвала возможности и широту выбора. От медицины до развлечений и образования. Главный же минус, конечно же, цены. И еще один момент, который касается не только Варшавы, но и всей Польши. Мы привыкаем к удобным сервисам, но когда дело доходит до документов, начинается квест. Например, если вам нужно переоформить недвижимость, получить дубликат свидетельства о рождении или заменить украинские права, могут возникнуть сложности. Ламинированные документы не принимают, ДИА не оригинал, а забрать справку из МРЭО или документы из суда некому. Тут уже без доверенности в Украине не обойтись. Поездка туда не всегда вариант, а время идет. Но хорошая новость – это можно решить официально и без лишних нервов. Ребята из Спольца помогают оформить нотариальную доверенность, которую примут в Украине. Что это дает? Можно получить, оформить или подать документы без личного присутствия, передать полномочия родным или знакомым, и все оформляется без поездки в Украину, без консульства и без резерв плюс. А если нужен дубликат свидетельства о рождении, справка из МРЭО или ИНН, тоже помогут. И приятный бонус. По промокоду Троценко вы получите 14% скидки на любую услугу в Спольце. Переходите по ссылке в описании и пишите ребятам в директ доверенности или дубликаты. Они все объяснят. Плавно переходим к Гданьску, у которого атмосфера совершенно отличается от Варшавы. Все сюда едут ради красивейшего Балтийского моря, но оно тут, правда, довольно холодное. И я бы, например, в таком не хотела уплавать. Банда мерзляков, я с вами. Летний период в Гданьске я, увы, не застала, но и зимой в нем приятно жить за счет каналов и пляжей. А чтобы окунуться в его атмосферу детальнее, просто представьте разводные мосты, старый город в готическом стиле, кирпичные невысокие дома в других районах, более расслабленный ритм жизни и шум волн. Немаловажно, что Гданьск входит в топ польских городов по чистоте воздуха, благодаря морю. Тут выше влажность, хотя может быть ветрено и сыровато. А типичная польская серость зимой, я считаю, ему очень даже идет. Вообще мы жили около центра, прямо у порта, поэтому успели посетить мало какие районы, но видела, что есть и уютные частные секторы, и современные ЖК, и вот такой не очень безопасный на вид, и при этом со своим колоритом район Бескупская горка. Парков в Гданьске много, есть даже один лес. И по Зеленой площади Гданьск не сильно отстает от Варшавы, но проигрывает в масштабах и разнообразии. Теперь про цены. С одной стороны, аренда и покупка жилья здесь дешевле, чем в Варшаве, с другой, летом стоимость может вырасти в 2, а то и в 3 раза. Например, в апреле краткосрочная аренда начинается с 2000 злотых, а в июле с 5. Мы платили около 900 евро в месяц в январе, летом было бы 2700. Что касается продуктов и повседневных расходов, то они такие же, как и в других крупных польских городах. В целом, жизнь тут немного дешевле, чем в Варшаве, но из-за туристов в ресторанах и на рынках может быть немного дороже. Но если избегать туристических мест и выбирать более локальные, Гданьск вполне комфортен. В Гданьске вакансий логично, что меньше, чем в Варшаве, но это соответствует количеству жителей. Зарплаты тут также довольно высокие, хоть иногда и колеблются, а уровень безработицы уже повыше, близко к 5%. В Варшаве это, например, 1,4%. Так что в Гданьске возможности есть, особенно если вы работаете в IT, логистике, морском бизнесе или стартапах. Если знаете польский или английский, это будет вам плюс, как и везде. Транспорт в Гданьске, на удивление, дороже, чем в Варшаве. Есть трамваи, автобусы и электрички. Все отлично работает. А медицину мне тут не удалось протестить. Но, судя по «Знанный лекарь», предложений в Гданьске в 4 раза меньше, чем в Варшаве, так что не разгуляешься. Отдыхать в Гданьске можно на любой вкус. Помимо моря, для меня город запомнился также янтарем и историей Второй мировой, музей которой меня прям впечатлил. Сами развлечения можно поделить условно на исторические, культурные, морские, активные и современные. А если хочется разнообразия, рядом всегда есть Сопот с его курортной атмосферой,
Гдыня для тех, кто ценит более спокойную жизнь рядом с морем, и невероятный замок Мальборг неподалеку. Экскурсия с гидом там, кстати, обалденная. Еще хочу отметить, что в Гданьске отличные рестораны с вкусной едой. Особенно запомнился Билес. Так что, если вы гурман, гастротур по Гданьску вам точно понравится. Подведя итог, в главный плюс Гданьска я бы отнесла море и все, что с ним связано, а в минус сезонные колебания цен на жилье и ограниченный выбор врачей. Кстати, про каждый из городов в этом видео я снимала комплексный обзор со всеми деталями. Можете потом посмотреть тот, что больше заинтересует, для более четкой картинки. На очереди у нас Познань, и может я кого-то удивлю, но он мне понравился меньше всех других городов Польши. Тут неловкий момент, когда город не раз входил в топ лучших для жизни в Польше, а мои впечатления оказались противоположными. Возможно, мне просто не повезло с расположением ЖК, где мы жили, большим количеством стройки в тот период и моим внутренним состоянием. Но что есть, то есть. Сейчас вроде со стройкой дела получше. В целом город также сочетает в себе историю и современность, включая бизнес-центры, напоминающие Варшаву. С парками тоже нет дефицита, за это я очень люблю Польшу, только вот душевности не хватило в них. Зато по общей атмосфере мне было тут спокойнее, чем в прошлых городах, несмотря на более полумиллиона жителей. Опять же, может, повезло. Ну, а качество воздуха тут вроде бы тоже неплохое, что плюс. Средние цены на аренду и покупку жилья в Познане, наверное, самые приятные среди всех крупных городов, что делает его привлекательным для тех, кто ищет комфорт без переплат. В целом повседневные расходы здесь умеренные, и можно жить с меньшими затратами по сравнению с Варшавой или Гданьском. Рестораны и кафе тоже остаются в пределах разумного, особенно если избегать туристических районов. Ситуация с работой схожа с Варшавой по уровню зарплат, а процент безработицы минимальный, потому что Познань также крупный экономический центр Польши с офисами международных компаний и развитой промышленностью. Удивительно, но транспорт в Познане мы так ни разу и не затестили. Жили рядом с центром, поэтому почти везде могли добраться пешком. А если и брали такси, то иногда оно выходило даже дешевле. Транспортная система включает автобусы и трамваи, а город поделен на 4 зоны. А это сам Познань, а Б, С и Д его пригороды. С врачами тут ситуация получше, чем в Гданьске. В целом в крупных городах с этим особых проблем нет. Из интересного, именно в Познане я впервые и пока в последний раз воспользовалась бесплатной клиникой для украинцев. Терапевт там не раз меня выручал, выписывая бесплатные рецепты по направлению врача из Украины. Но для меня важно проверять врачей по отзывам, поэтому в дальнейшем я обращалась только в частные клиники. Наобум не хожу, даже если клиника украинская. Тот случай был скорее исключением. В плане досуга Познань довольно универсальный город. Тут есть и торговые центры, и зеленые зоны, и культурные места. Например, старый рынок с его знаменитыми козликами, Императорский замок, Тумский остров и ТЦ Старый Бровар, что раньше был пивоварней. Концерты, фестивали и разные городские события проходят часто, скучать не придется. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть рогалики Святого Мартина, местную гастрономическую фишку. Их традиционно пекут ко дню Святого Мартина 11 ноября, но попробовать можно в любое время года. Будет ужасно сладко, но вкусно. Главным плюсом Познани я бы назвала доступные цены, а минусом отсутствие особой душевности, которую я чувствовала в других городах. Субъективно, ну уж простите. Согласны со мной или нет, можете написать в комментариях. Возможно, вы заметили, что иногда я выпускаю видео реже. Все потому, что создание контента — это не только вдохновение, но и большой труд. Поездки, съемки, монтаж и так далее. А мне важно, чтобы видео были максимально атмосферными и полезными для вас. Поэтому я запустила спонсорство на канале. Это возможность поддержать меня как автора и получать эксклюзивные бонусы. Для первого уровня приоритетные ответы на комментарии, закрытые опросы и специальный значок рядом с вашим именем. Для второго уровня все это плюс упоминание видео, закулисные заметки, шортс с историями о Польше и путешествиях, которыми нигде больше не делюсь, а еще авторские Google карты с лучшими местами разных городов. Так мы создадим уютное закрытое пространство, где сможем общаться ближе, делиться мыслями и вместе развивать этот канал. Если вам откликается то, что я делаю, и хочется стать частью этого пути, буду очень рада вашей поддержке. Заходите на мой канал, нажимайте «Стать спонсором» и выбирайте подходящий для себя вариант.
Ну что ж, теперь время Кракова. Он лично стал одним из моих любимчиков, как раз в плане душевности. Тут очень много природных локаций, и не просто парков, а действительно необычных мест. Карьер Закшуве, курган Костюшка, огромный ландшафтный парк, набережная Вислы, планты, уютно окружающий старый город. Да и историческая его часть мне особенно по душе, несмотря на миллион туристов. Мы жили недалеко от центра, в приятном спокойном ЖК. Сам город по ощущениям просторный, и тут как-то легче дышится, чем в той же Познане. За планировку ставлю плюс. А вот за воздух минус. Смог и расположение делают свое дело. Пока ситуация оставляет желать лучшего, но благодаря законодательным мерам постепенно улучшается. Краков живой, динамичный город, где постоянно что-то происходит, ярмарки, концерты, фестивали. Причем у районов тут своя атмосфера. Например, Нова Хута сразу вспоминается своей энергетикой соцреализма. По ценам Краков один из самых дорогих городов Польши, особенно в плане аренды жилья. Тут дороже, чем в Познане, но немного дешевле, чем в Варшаве. Но, как и везде, можно найти более бюджетные варианты, если поискать подальше от центра. В целом, Краков предлагает много разных вариантов тех же заведений и развлечений, так что при желании можно жить довольно экономно. Что касается работы, то Краков – это еще и крупный бизнес-центр. Здесь много международных компаний, IT-стартапов, а также вакансий в сферах туризма и культуры. Средняя бруто зарплата может даже иногда обгонять столицу. И в целом город состоит в числе лидеров по уровню дохода. Транспорт в Кракове меня приятно удивил, особенно трамваи. Есть еще автобусы, и в целом система тут такая же слаженная, как в других польских городах. А вот интересная фишка города – краковская карта, которая дает скидки на транспорт, культурные мероприятия, здоровье, еду и образование. Но есть нюанс – ее могут получить только те, кто прописан в Кракове. Что важно, с Кракова особенно легко добраться в Словакию и Чехию. Он, как и Вроцлав, находится близко к границе, что делает его удобным для путешествий по Европе. Именно с Кракова у меня начался медицинский тур по Польше, поэтому я тут посетила немало врачей, и не все из них оказались профессионалами, как я поняла спустя время, но в целом выбор специалистов в Кракове довольно широкий. Как я уже сказала, Краков – это город, где всегда есть чем заняться, здесь прям сложно заскучать. Помимо перечисленных мест, я бы рекомендовала посетить Вавельский замок, ботанический сад Ягеллонского университета, музей ретро-игр и современного искусства. Кроме того, всего в 20 километрах от города находится Айцовский национальный парк, который мы, честно говоря, планировали снимать. Я даже начинала писать сценарий, но по времени, увы, не сложилось. Да и Закопаны там уже под боком, можно легко добраться. Как вы поняли, плюсов у Кракова много, и выбрать один ключевой сложно. Это и удобное расположение, и потрясающие парки, и уникальная атмосфера, и разнообразие досуга. А вот минусы можно отнести, пожалуй, большое количество туристов и качество воздуха. Неожиданно в наш список ворвался маленький город. На его месте мог бы быть Закопаны, если бы не цены. Но как же я рада, что мы решились пожить именно в нем. Новый Тарг – это уютный горный городок, который идеально сочетает спокойствие и близость к природе, и при этом остается доступным по ценам. Вот здесь реально жизнь течет размеренно, без спешки и суеты. Уютнее жилых районов Польши я, наверное, не встречала. Тут прям ощущаешь себя как дома. Есть и современные ЖК, и более старые многоквартирные дома, и частный сектор в красивейшем закопанском стиле. Печально, правда, что качество воздуха здесь также страдает, а еще качество воды. Цены в Новой Тарге, правда, невысокие, но вот вариантов для долгосрочной аренды жилья крайне мало. С краткосрочной проблем не будет, конечно. В целом, жизнь здесь доступнее, чем в крупных польских городах. Это чувствуется и в заведениях, и по услугам. Логично, что с работой здесь будет туго, нет тех возможностей, которые доступны в мегаполисах, зато это идеальное место для тех, кто работает удаленно, как мы, собственно, с мужем. Интернет тут не самый быстрый, но у нас проблем не возникало. Вообще официальных по нему данных я не нашла, а судя по неофициальным, средняя зарплата где-то в районе 5000 злотых, то есть примерно вдвое меньше, чем в мегаполисах. Транспорт в Новой Тарге в принципе не обязателен, много куда можно дойти пешком, а так по городу примерно каждые полчаса ездят маленькие автобусы. Есть авто и ЖД вокзал. Аэропорт тут, правда, спортивный, к международному нужно ехать в Краков, и с такси тоже проблемка. Убера нет, только местные компании, и далеко не факт, что водитель будет понимать английский, с чем мы, например, столкнулись. С медициной тоже не густо, поэтому опять же придется ехать в Краков,
но как минимум с бьюти-услугами все неплохо и есть стоматологии. Выбор развлечений, как вы понимаете, ограничен. Отдохнуть можно больше в зоне отдыха возле леса, на холмах, в городском парке или в центре на рыночной площади. Время от времени можно попасть на локальные ярмарки и праздники. Зато в паре остановок на электричке есть классные термальные источники, а всего в 20 минутах Закопаны. Ну и Краков тоже относительно близко, всего 2-3 часа в дороге. Знаете, это тот случай, когда у города полно минусов, но есть два плюса, которые меня покорили. Первый – это обилие природы, а второй – его умиротворенная атмосфера. Главный минус для меня – это качество воздуха и воды, а для кого-то, возможно, недостаток рабочих мест и развлечений. И, наконец, мы добрались до Вроцлава, еще одного моего любимчика. Здесь очень приятно находиться, благодаря множеству рек и островов, ухоженным паркам и уютным районам. Мне даже было грустно уезжать из Лишницы, атмосфера этого места меня покорила. Если в центре города всегда шумно, то здесь царит спокойствие. Во Вроцлаве также проходит одна из самых ярких рождественских ярмарок в Польше. Инсталляции в старом городе меня впечатлили. Но есть и минусы. Качество воздуха оставляет желать лучшего. Несколько раз показатели зашкаливали, и запах был просто ужасный. Возможно, именно из-за этого я впервые переболела ларингитом. Ну, хоть вода в новых домах, к счастью, хорошего качества. Цены на аренду во Вроцлаве наравне с Краковом и Гданьском. Но вот, например, с нашей квартирой нам тут больше, чем повезло. Она стоила всего 935 евро в месяц и при этом выигрывала по всем факторам. А я напомню, что мы снимаем краткосрочно, в долгосрок все, конечно, дешевле. С транспортом тут тоже приятный момент. Билеты стоят меньше, чем в большинстве польских городов, примерно как в Варшаве. Переходя к возможностям, мне кажется, что Вроцлав отличное место для тех, кто ищет работу в более расслабленной, но динамичной атмосфере. Средние зарплаты тут также одни из самых высоких в Польше, а безработица меньше 2%. Что касается транспорта, то ситуация двоякая. В целом все работает хорошо, но путь из одной точки города в другую может занять около 2 часов. С непривычки можно запутаться в маршрутах, особенно потому что вечером они могут меняться, поэтому важно проверять не только номер трамвая или автобуса, но и его направление. Понравилось, что проездной на месяц или даже на год можно легко купить через приложение Ягдояды. В других городах такой опции в приложении нет. Также во Вроцлаве много ЖД-станций, что удобно для жизни на окраинах. И, конечно, город удобно расположен для поездок в другие города Европы. Чехия и Германия находятся всего в нескольких часах езды на автобусе. Кстати, ночной транспорт, если не ошибаюсь, есть во всех городах в этом видео, кроме Новотарга. А если говорить про Вроцлавский аэропорт, то его планируют закрыть под конец этого года на пару месяцев. Поэтому все затронутые рейсы будут отменены. Это так, новостная минутка, чтобы вы имели в виду. Что касается медицины, то здесь я чувствовала себя гораздо увереннее, чем где-либо. Мне попались очень хорошие врачи. Например, повезло со стоматологией. Я здесь вылечила буквально все и даже поставила имплант. Лучшего качества я нигде не встречала. Так что да, выбор специалистов широкий, и многие говорят на разных языках, что все упрощает. Из фишек Вроцлава у города есть свое приложение «Наш Вроцлав». Через него можно получать бесплатные купоны на год в аквапарк, театр, бассейн и другие места. Это также доступно для местных, как в случае с краковской картой. По интересным местам Вроцлав точно не разочарует, начиная с прогулок по Тумскому острову и Старому городу, заканчивая дворами Муралов и Лишницким замком. Про рождественскую ярмарку говорила, обязательно как-то посетите. И не забудьте устроить себе квест по гномам, разыскивая их, гуляя по разным районам. Кстати, в часе езды от центра можно провести время с альпаками, для любителей чего-то необычного. А вообще, активности на любой вкус точно найдутся. От культурных мероприятий до активного отдыха. И заведения отдельный плюс. Они какие-то особенно творческие и вкусные во Вроцлаве. Скучаю вот за пирогарней на рынке, пироги-то были просто нереальные. Главным плюсом Вроцлава я считаю разнообразие выбора во всем. Ну а минус опять-таки воздух. И карту побыта тут выдают долго. Я думаю, базово вам удалось прочувствовать энергии каждого из 6 городов. Варшава подходит для тех, кто готов к более высоким тратам и хочет быть в самом центре событий. Вот для фанатов столиц, каким с недавнего времени стала я сама.
И логично, что больше всего возможностей для самореализации именно здесь. Гданьск для любителей моря и такой немецкой архитектуры, Познань для ценителей практичности и доступных цен, Краков и Вроцлав для тех, кто ищет сочетание истории, культуры и живой атмосферы. Ну а Новый Тарг лучше всего для удаленщиков, которые обожают природу и тишину. Это, конечно, общее описание, и ярлыки я бы не навешивала, потому что впечатления каждого человека могут отличаться. Я поделилась своим личным опытом и могу уверенно сказать, что все города объективно комфортны для жизни, и это то, за что я люблю Польшу. Путешествуя по другим странам, я каждый раз убеждаюсь, что Польша для меня безусловный фаворит. Здесь я чувствую себя максимально как дома. Если видео было полезным, дайте знать лайком, а в комментариях напишите, какой город вам ближе всего. И переходите к детальным обзорам. Увидимся совсем скоро. Пока!